Новый день, новая прогулка. На следующий день я отправляюсь к водопаду Йогини. Сначала это зеленая тропа, деревня и мощная вода в горах. Но главное происходит у храма Вашиштхи. Паланкин местного дефта, музыка и деф-кхель – ритуальный танец, в котором гур, храмовый оракул, входит в транс. А дальше начинается дорога в Лех и сухой мир Ладакха. Я еду через Индию к Гималаям, от шумного Дели и дорог Манали к Ладакху, древним монастырям и далекому Занскару. Это путь в другую Индию, возвращение в Шамбалу. Новый день, новая прогулка. И опять мимо этого Ману храма. У Ману храма принесли в жертву барана. Ну, в общем, очень интересный тут индуизм с жертвоприношениями. Странные тут ребята в шапочках. Нужно было снова спуститься к речке, и там на перекрестке я поймал тук-тук, который отвез Вашиштх за 250 евро. В Вашиште была запланирована многочасовая прогулка к водопаду Йогини, знаменитое место паломничества. По дороге был встречен местный житель, который занимался пока непонятным для меня делом. Дорожка ведет мимо очередного храма. На самом деле это храм Мата Йогини, матери Йогини, женщина-йог, которая здесь медитировала и достигла просветления. Внутри храма стоит ящик, неизвестно что в нем, покрытый расшитыми тканями. Трезубец Шивы. Это место очень священное для жителей местных деревень. Сюда они приносят своих младенцев для обряда первого пострига Мундан. Но здесь тоже проходят какие-то медитации. Дорога к водопаду Йогини чрезвычайно живописна. Она проходит на высоте 2100 метров, и с нее открываются потрясающие виды на долину и на горы Пятитысячники. Водопад Йогини трехступенчатый, спускается каскадами с высоты 50 метров. Вся дорожка ослепительно блестит какими-то кристаллами, следой. Не знаю, видно ли это. Наверное, так лучше будет видно.
Блестяшки эти. В принципе, очень выглядит все как бы мирно тихо, но дорожка опасная, потому что трава, под травой, в принципе, обрыв. Вот. Ну, все очень удобно, приятно, комфортабельно, если не думать о высоте. Можно и так путешествовать с младенцем. Не знаю, здорово ли это. Вокруг, конечно, множество горных ручьев. Такой ручеек перейти надо. Этот мальчик показал дорогу через водопад. Прохождение водопада, квест был тот еще. Ох, непростая, полная опасности дорога к водопаду Загине. И тут у меня представился случай повторить то, что делал тимочальский крестьянин в В идеале зарослях. люди должны почернеть. Почернеть и почернеть, это будет смола. Смола, это, собственно говоря, чарос и есть. Это перевал Ротанг. 4000 метров. Так, чтобы снять нормальный таймлапс, нашу любимую травушку-муравушку можно подловить. Все, начали. Издали перевал Ротанг смотрится очень живописно и празднично. На самом деле внезапные ветра и снежные ураганы погубили немало жизней. Поэтому переводится Ротанг как склон костей. Видать, сегодняшний баран. Один из... Посмотрите, сколько они здесь настирали. Офигеть. И все это вот так вот сушится. Культовое место
всех диссидентствующих, удаленствующих релакантов. Это центральный храм Вашишта. Он посвящен Риши Вашиште, древнему мудрецу, с именем которого связана вся эта деревня, ее горячие источники и ее священное пространство. Во дворе собирают паланкин. В нем выносят местного Дефта, божество храма. И когда паланкин начинает дергаться, останавливаться, резко менять направление, считается, что ведет его само божество. Оно выбирает путь, сопротивляется, тянет, останавливает, заставляет двор слушать тебя. Рядом появляется гур. Это не танцор в обычном смысле, не актер и даже не священник. В традиции Куллу и Химачала гур – это оракул, медиум, голос Дефта, человек, через которого божество может говорить с деревней. Этот ритуал называют Деф Кхел – игра, танец, проявление божества. И вот здесь становится ясно – это не праздник в привычном смысле, не выступление, не фольклор для зрителей. Гур входит в состояние транса. Его тело уже не совсем принадлежит ему самому. Цепь, меч, резкие движения – это не театральный реквизит. Это знаки силы Дефта, защиты, очищения, власти над страхом и всем невидимым, что может угрожать деревне. Снаружи это можно назвать танцем. Но чем дальше смотришь, тем меньше хочется это так называть. Паланкин движется рывками, люди держат его, но кажется, что не они его несут. Он ведет их. А гур отвечает телом, ударами, поворотами, болью, железом, дыханием.
Так деревня разговаривает со своим божеством. А потом все заканчивается почти внезапно. Паланкин снова несут к храму. То, что несколько минут назад казалось опасным и почти нечеловеческим, возвращается внутрь священного пространства. После такого уже трудно смотреть на Вашишт, просто как на красивую деревню в горах. Здесь боги не спрятаны в прошлом. Они выходят во двор, двигаются рывками, говорят через гур и снова исчезают за дверью храма. Мне очень понравился Вашишт. Какая-то сила, энергетика этого места зашкаливает просто. Хороший город. Вечером на автовокзале в Старом Манале без особого труда был найден шофер, который за 2000 рупий с носа отвезет в Ле. Путешествие начнется в 4 утра. А там туннель работает, слава богу, поэтому через серпантин не поедем на Ротан. Но дорога длинная, 400 километров. Средняя высота 4000 метров. Перевалы 5100. Набор высоты будет почти 3000 метров по сравнению с Манали. Но есть вода, есть витамин С, есть бупрофен. Это мы приезжаем к Джиспу. Такой перевалочный пункт между дорогами на Ле и дорогой на Занскар. Итак, первая остановка – Дарча. Водитель Ачу. Ничего не прекраснее, чем на высоте 3500 метров поесть маги с овощами. Никогда не думал, что это может быть так вкусно. Находимся в центральном Гималайском хребте, перевариваем его понемножечку. А я перевариваю монашескую пищу. Тоже понемножечку. Маги с черным чаем. Огонь. Лехманальское шоссе открыто с июня по середину сентября. В остальное время года здесь лежит снег. Эта дорога соединяет Манали с долиной Кулу, Лахул, Спити и Ладак. Эта скоростная дорога пересекает высочайшие перевалы в мире, включая Баралачала 4892 метра, Лачункла 5059 метров и Танглангла 5325 метров. Ла на ладахском значит перевал. Четыре 500 высота. Остановка на пописать.
Очередная остановочка уже на территории Ладак. Чаечек мне сейчас тетенька сделает. Такая миленькая. Сейчас мне имбиря потолчет по специальному заказу. Лишь бы я был доволен. За каких-нибудь там, не знаю, 10 рупий. Столько суеты я создал этой прекрасной женщине. Ну, чаечек. Фу. Высота все-таки ощущается. Немножко кружится голова, подкашиваются ножки. В общем, такой пипец. И пройдет со временем. Как хорошо сидеть в прохладе, в тишине. Никто не гавкает. Никаких машин не слышно. Полный релакс. Я доволен. Высота 4200. Ладак – один из самых высокогорных регионов Индии. Большая его часть лежит выше 3000 метров, а Лех примерно на высоте 3500 метров. Это холодная пустыня. Южные гималайские хребты задерживают муссоны, поэтому здесь мало дождей, почти нет лесов, а жизнь держится в основном на талой воде с гор и ледников. Исторически Ладак был важным узлом между Индией, Тибетом и Центральной Азией. Через эти перевалы веками шли караваны, везли пашмину, соль, чай, зерно, ткани и сухофрукты. Культура Ладакха тесно связана с тибетским буддизмом, поэтому вдоль долин здесь стоят монастыри, гомпы, на скалах, над поселениями, рядом с древними торговыми путями. Дорога Манали-Лех сегодня идет примерно 428 километров и проходит через серию высоких перевалов, которые мы к этому моменту уже переехали. По сути, это не просто автомобильная дорога, а один из главных входов в высокогорный мир Ладакха. Следующая остановочка в прекрасном месте под названием Панг. Будет здесь ланч. О, любимая магия. Шатаюсь. 4200 или сколько здесь? 4490, между прочим. А Манали было 2300, что-то такое. 2000 на грудь взяли. Голова вот так вот кружится. Хожу как лунатик. Вышел, как моряк, который долго-долго плавал. Вилок, конечно, нету, ложек нету. Зато есть вот супчик магия. Очень вкусная вещь, когда находишься 25 тысяч метров. А еще очень вкусная вещь фанта. Could you please bottle Fanta? Sorry, Fanta. We would like Fanta is not here, sorry. Меринда. Miranda is not here. Not here. Видите, ничего здесь нет. Значит, придется есть либо кока-колу, либо чай, либо воду. Ну, что делать? Very, very good. Thank you very much. Welcome. Acha. Khana acha. Oh. Ну-ка. Acha. Very tasty. Thank you. Перевал 5300 до Глантла.
И, наконец, 12-часовое путешествие закончилось в городе Ле, регион Ладак, на высоте 3500 метров.